да, вернее яркое светлое, а снизу вниз идут акустические тени. То есть так легче всего определить кости. Белая сверху, достаточно тонкая пластиночка, да, и вниз идет кость, которая темная. And in between the transverse processes, the psoas muscle can be seen. И между ними у нас псоас, то есть мы видим между отростками мышцу. We start from the lateral side in a Начинаем латеральнее, paramedian position. парамедиально и And сдвигается there's сейчас. erector spinae, the psoas muscle. То есть у нас мышца And распрямляющая now туловище, и the постепенно transverse он processes appear сдвигается with their к shadowing. поперечным отросткам. И то, что идет от них вниз, это как раз тени, которые они дают. There is the peritoneum, and there's already the abdominal cavity. И вот у нас уже брюшная полость. Девочка у нас тоненькая, и нам видно глубоко, хорошо. There's already the vena cava can be seen in her case. Да, she's so с ней smart. даже, она у нас такая тоненькая, что у нее даже видна нижняя полая вена. So we can look through her. She is so smart, so small. So we can look through her. This is the abdominal front. То есть он говорит, и мы можем посмотреть даже сквозь нее, и вот у нее уже передняя брюшная стенка. То есть мы даже... Next the best. This is the abdominal cavity, you know. Это брюшная полость. She's a model-like, no? То есть она у нас замечательная модель. На ней видно все и очень хорошо. But we've got to return to our topic. Но мы возвращаемся к нашей теме обратно. Сейчас к поперечным отросткам. And if we move a little bit more inwards, И если мы двигаемся к we средней reach линии, the level of the facet joints. и мы тогда начинаем видеть фасеточные суставы. And this is an inferior process Это нижний суставной отросток of each vertebra. каждого позвонка, то есть тут тоже можно And посмотреть. here's the facet joint. Вот сам фасеточный сустав. And this is a small part of the superior И маленький кусочек верхнего articular process, which суставного отростка, is much smaller. который у нас будет более маленьким. То есть тот, что лежит снизу, большой, сверху поменьше. И вот он сам There's a фасеточный schematic сустав. drawing where we are with our probe. No? А We это simply схематическим образом отображается, где мы находимся, как у нас стоит we датчик. simply Вот, moved a little bit more towards the midline. No? То When есть we мы move сдвигаемся back, к средней the линии от transverse поперечных processes отростков. appear, and if we move a little bit more inwards, no, we reach the level of the articular joints. То есть когда профессор сдвигается латеральнее, мы снова начинаем видеть поперечные отростки, медиальнее, возвращаемся к фасеточным суставам. And if one turns a little bit the probe, И если как по we косой, have да, the то есть paramedian. мы немножечко, сейчас он покажет как, что мы делаем с датчиком. Сейчас. Мы поворачиваем его немножко по косой. Вот We have таким вот a образом, paramedian да? view, and И мы now получаем косой парамедиальный вид, то есть по скошенной линии. We have a look. Попадаем между. into the spinal canal, И тогда мы видим спинальный канал. То есть and we вот. see the dura. И вот это у нас твердая мозговая оболочка дура. So Она this яркая, тут хорошая. can be used to assist a spinal or an epidural. То есть для того, чтобы себе помочь посмотреть, где человек, когда вы делаете спиналку и эпидуралку, вот таким вот образом, да, сначала нашли поперечные отростки, потом фасеточные суставы, потом наклонили датчик, и можно легко увидеть дурометр. Of course, one don't use it in such a person, no, but if there is difficulties, scoliosis and so on, one might use ultrasound to assist spinal epidural То anesthesia. есть он говорит, конечно, вот на такой нашей тоненькой девочке, да и не обязательно ультразвуком пользоваться, но если у вас есть какие-то осложнения, допустим, пациент крупный, да, или у него сколиоз, и вам нужно посмотреть, каким образом все располагается внутри, то тогда с ультразвуком, конечно, гораздо проще. Ultrasound allows as well to determine the level.
if we would like to know which lumbar vertebra it is, Кроме того, ультразвук нам помогает определить, на каком уровне мы находимся, если мы хотим посчитать позвонки. То есть как посчитать позвонки на УЗИ? we just move caudally. Мы смещаемся каудальнее. Туда. And eventually a long white line. И вот смещаемся до того момента, пока у нас перестают вот такие горушки быть, и получается одна белая линия большая, которая поднимается This is большой the горой. sacrum. Это крестец. So we know when we start that is L5, То есть это L5, от крестца мы смещаемся, L4, L4, L3, L2, L1 and so on. No? То есть нам помогает посчитать крестец, потому что он отличается от всего остального. No, this is now, what is typical is that the level, the height of the fifth is a little bit smaller than of 4 and 3 and so on. No? И It's a кроме little того, bit высота smaller, пятого the level. позвонка, она будет меньше, чем у всех предыдущих. No, Это the height тоже. of the vertebra is a little, no? What can be seen here, it's smaller, the fiber than the fourth lumbar vertebra. The 5 is smaller. From the height, Yes. lower. Okay. Yeah, but you are showing this one. You say this one is smaller than this one. That's why my And the other, question. yeah. All right. And the next view is a transverse view. И следующий вид у нас будет по короткой оси, поперечной. Yeah. То есть вот у нас There's a spinous process, and then the laminae appear. пластинки дуг позвонков, вот они яркие такие, да, белые. And if one plays a little bit, И you know, no, this is then the articular joints appear, and this is the superior articular process, and this is the inferior articular process, and the dark line in between is the joint. То есть он говорит, если сейчас мы чуть-чуть поиграем с датчиком, то мы сможем увидеть фасеточные суставы. Это верхний суставной отросток, это нижний. И вот между ними это и есть фасеточный сустав. Вот эта вот черненькая линия, это то, что между ними. So one might perform an intra-articular injection. И тогда можно выполнить внутрисуставную инъекцию. In an inline approach, coming with the needle from outside just into the Иглу joint. будем вести по длинной оси, и таким образом мало того, что мы ее будем видеть, но наклон самого фасеточного сустава будет нам позволять в него хорошо попасть, потому что по геометрии он будет идти на линии вкола. If you want blockers medial ramus, Yes. where is the linkage? The medial branch moves over the transverse, over the lamina, close to the transverse process. То есть медиальные бранчи, они медиальные And the medial branches are blocked by movement of the needle in this position. This is the position to reach the medial branch. It's almost the same plane and the same technique. No? Only that the target is not the joint, but this area here. No? При блокаде медиальных ветвей говорит, что вам нужно ориентироваться на ламину, на пластинку дуги позвонка и чуть будет ниже в пол, то есть практически туда же, где фасетки, но чуть-чуть под ними. И тогда можно заблокировать, сейчас на картиночке показываю. No? This is a picture of a medial branch block. Это No? будет в Where лекции на the самом деле. needle is advanced from lateral into this edge between the articular process and the transverse process. No? То есть он говорит, между суставным отростком и поперечными отростками мы подвигаем иголочку вот таким вот образом. Тут сейчас не видно, наверное, но на лекции будет этот слайд. Маленькие белые треугольные стрелочки, это вот здесь вот идет иголочка. Для того, чтобы медиальные ветви заблокировать. No, I have a video. А вот No, есть so на видео no? тоже. So that's the way it has been done. Как No? блокируют This is медиальные the ветви. transverse process, this is the articular process, and the groove between that is the region where the medial branch. То есть
is Между running. поперечным отростком и остистым отростком вот эта шахточка, да, такая получается, вот именно туда нужно стремиться иглой. It's very simple. Очень просто. And you have as well, similar to the long axis view, you can see the spinal canal Тут тоже можно видеть позвоночный канал. with the Вот он. posterior and anterior dura. Это передняя и задняя твердая мозговая оболочка. Сзади. And Сверху задняя, снизу передняя. Да, правильно, точно. yeah. No, that's just for orientation, articular, the spinous process, laminar, articular processes, and the transverse То есть вот это processes. сканирование в основном для ориентации мы используем, когда находим среднюю линию, когда остистый отросток. No, this is the articular processes. And now one can use it as well to show the origin of the nerves. No, if И также this сейчас erector попробуем spinae, вывести next нервы. by is the psoas muscle. Мышца, распрямляющая туловище. Следующая линия – это поясничная мышца, псоас и сейчас покажем. Да, уже стерильный столик. This is the sort of site that we now have, but we might go a little bit further. So, we are now moving a little bit more outwards. Немножечко латеральнее он So we смещается have опять от средней линии, только теперь в другую сторону. the spinous process, the articular joint with the lamina, Вот у нас получается and the vertebral остистый body. отросток, фасеточные суставы. И идем мы к чему? And the rest was that? Hmm? The last? And the vertebral body. И тело позвонка. This is the psoas muscle. Это у There's, нас поясничная there's peritoneum. You see, this is the abdominal cavity already. Смотрите, мы уже No, полость видим, no, потому что it's- девочка тоненькая. It's the same here, but vice versa. It's the other way around. Здесь This то же is the самое, psoas, только наоборот. the psoas, the erector spinae muscle. То есть у нас здесь поясничная мышца, мышца, распрямляющая туловище, вот она сверху какая достаточно всегда And here leaves the root, the А nerve здесь у root. нас живет No, корешок нерва. This is the nerve root. No? Это And вот он и есть. she is she's an optimal model. No? Она у нас, да, просто красавица. Внутри тоже. It becomes difficult in an obese person to see the root, but in persons such as her, it's easy even to find the root. No? То есть он говорит, у тучных пациентов тяжело, конечно, корешок визуализировать с помощью ультразвука, но вот у нас девушка красивая изнутри и снаружи, и мы можем на ней все увидеть. I've got a video. And this is a video of a А similar. это видеозапись, да, такого же исследования. No? This is the view from oblique. No? And there's the psoas, erector spinae muscle, and the bony structures. No? То есть у нас вот это костные структуры, псоас, поясничная мышца и мышца поднимающая, No? распрямляющая. Ultrasound it needs landmarks as well. So we have То есть для того, чтобы выполнять ультразвуковое исследование, нам тоже нужны ориентиры всегда. Ориентиры – это то, что нужно искать. we have bony landmarks and we have muscle. То есть ориентиров при пояснично-крестцовом отделе два варианта. Это кости и мышцы. Привет, там Настя есть сегодня, нет? And this is the basis for lumbar plexus blocks. No? И это основа, то есть вот нахождение вот этих всех ориентиров, основа для поясничной блокады.
You may then enter with a needle that way, То есть иглу можно тогда вот таким вот образом провести. and Так. you know, if you inject around this area, you might combine it with a nerve stimulation. И если проводить инъекцию вот сюда, то можно комбинировать с нейростимуляцией, это еще вдобавок. And then you may perform a psoas compartment block or lumbar plexus block. И тогда можно блокировать поясничное сплетение. Да. Точно. You know, you don't need a nerve stimulator in a patient such as her, Да, since то you есть see вот everything. для нашей девушки нейростимуляции, конечно, не нужно. But in a patient where these structures are 10 or 15 centimeters deep, Но для тех, a у nerve кого она stimulator is не на helpful. глубине 10-15 сантиметров, No. там, конечно, No. имеет смысл нейростимуляцию. You won't see the root, what you И see корешок in any нерва на case них будет. are the bony structures that help you to have an idea where your target is. Но And в the любом nerve, случае вы увидите кости, и они помогут вам определиться с тем, где находится ваша цель. and the nerve stimulator will do the rest. No? И нейростимулятор там поможет с остальным. So, Maybe would someone, would yes, someone of you like to Yeah. do it on your own?